Добрый день, как ваши дела? My name is Natalie. Welcome to Natalie Practical Russian, the channel with Russian lessons. I googled some information about the Russian language and noticed that people are interested in some questions about this. And now I want to share with you my opinion about why the Russian language is unusual and strange, and of course why the Russian language is beautiful and important. You will learn the basic facts about Russian language in one video. Are you ready? If you want to start learning Russian or you want to improve your Russian, download my free material by clicking the link in the description section. Okay? Fine. And now let's go! Сегодня я буду отвечать на популярные вопросы из интернета. Я нашла 4 вопроса. Вопрос номер 1. Почему русский язык такой странный? Многие иностранцы до сих пор думают, что русский язык странный язык, и они задают этот вопрос в интернете. Сегодня я хочу объяснить вам, почему русский язык кажется странным. Все очень просто. Русский язык кажется странным, потому что он отличается от языка, на котором вы обычно говорите, или который вы обычно используете. Русский язык – это славянский язык. Русский язык находится в группе славянских языков. И люди, которые говорят на польском, чешском, болгарском, украинском или белорусском языках, они не считают русский язык странным, потому что эти языки похожи грамматически на русский, и у них есть общие слова в лексике. Итальянский, испанский, французский – это языки романской группы. Английский и немецкий – это языки германской группы. И логично, что люди из Америки, Англии, Италии, Испании, Франции и также из Германии, когда они решают учить русский язык, они начинают с алфавита. А русский алфавит не похож на любой другой латинский алфавит. И у них возникают трудности, и они решают, что русский язык – странный язык. Но на самом деле русский язык простой и логичный. Ну, это мое мнение. Вы знаете, я русская, я практикую русский всю мою жизнь. И сейчас у меня другие проблемы. Я изучаю немецкий, я учу слова, фразы, я учу грамматику, я стараюсь говорить правильно, я стараюсь произносить слова правильно. Но иногда я тоже не понимаю грамматику немецкого, и я думаю, что немецкий язык странный. Да, хорошо. Почему русский язык странный? Любой язык будет казаться странным, когда вы сравниваете его с вашим родным языком. Вы изучали ваш родной язык с детства, и вы говорите на нем всю жизнь. Вы тоже делали ошибки, тоже учили слова, и вы учили грамматику в школе. И я могу предположить, вы не спрашивали, почему этот язык такой странный. Конечно, нет. Но сейчас вы изучаете новый язык, и вы можете сравнивать ваш родной язык и второй язык. И определенно второй язык кажется странным. У каждого языка есть свои правила, свое произношение, свои особенности, и они отличаются от вашего языка. Поэтому многие люди думают, что русский язык – странный язык. Все относительно. Альберт Эйнштейн. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Вопрос номер 2. Почему русский язык такой сложный? Почему сложно учить русский язык? Вы изучаете русский, и вы знаете, русский язык нелегкий язык. Основная причина – русская грамматика. В русской грамматике 6 падежей и много исключений.
У людей, которые изучают русский язык, всегда есть проблемы с глаголами и с падежами. Все русские глаголы имеют две формы: совершенную и несовершенную. И иногда даже больше вариантов, чем только два. И другая сложная часть в русской грамматике — это приставки и глаголы движения. Когда русские люди говорят, они меняют слова, меняют порядок слов. В русском языке есть множество вариаций. Иностранцам сложно запомнить, выучить все вариации. Это просто нереально. И это делает язык сложным, но в то же время это делает язык красивым. Еще я нашла интересное объяснение в интернете. Русский язык сложный язык, потому что это язык чувств и эмоций. Когда вы меняете интонацию, одно и то же предложение может иметь разный смысл. Ну, может быть. На самом деле в русском языке много слов из латыни, греческого, французского, немецкого и английского языков. И сейчас люди все больше и больше используют английскую лексику в русском. Поэтому мой вывод: учить русский язык не так сложно, как вам кажется. И точно очень интересно. Вопрос номер 3. Почему русский язык красивый язык? Русский язык красивый язык, потому что в русском языке есть падежи. Я знаю, это звучит странно, может быть, вы не согласны со мной, но это правда. И сейчас я хочу объяснить, почему я так думаю. В русском языке мы можем говорить слова в любом порядке, потому что мы меняем слово, форму слова в зависимости от падежа. Когда вы знаете русскую грамматику, русские падежи, вы можете легко управлять языком. Также вы можете использовать разные конструкции и делать разные манипуляции с языком. Я думаю, это интересно. Это как игра, как пазл. Когда вы понимаете основные правила русского языка, вы можете использовать правильные слова, разные конструкции, чтобы объяснить, что вы хотите сказать. Русский язык определенно богатый язык, потому что мы можем менять слово, форму слова. Да, в русском языке я могу легко поменять форму слова, и это будет уже новое слово. И это слово будет иметь другое новое значение. Например, сейчас я хочу описать, что я чувствую или что я думаю, и я буду использовать только 2-3 слова. И эти слова будут точно передавать мою мысль, потому что я буду использовать правильные слова. Такая опция в русском языке помогает людям выражать свои чувства, эмоции, мысли точнее, глубже и красивее. Поэтому я могу сказать, что русский язык красивый и глубокий язык. Я думаю, это основные причины. Ну и, конечно, русская литература и поэзия. Я советую вам обратить внимание на русскую поэзию. Она прекрасна, она восхитительна. И последний вопрос, вопрос номер 4. Почему русский язык важен? Почему русский язык важный язык в мире? Во-первых, Россия большая страна, и миллионы людей говорят на русском языке. Я знаю, сейчас английский язык популярный язык, но я могу предложить русский язык как альтернативу. Сейчас я объясню, что я хочу сказать. Например, вы из Европы и вы хорошо знаете английский язык. Вы говорите по-английски хорошо. Вы можете путешествовать в Америке, в Англии и в Европе и использовать английский язык. Но если вы хотите путешествовать в другой части нашей планеты, вам надо знать
азиатский язык или русский. Потому что люди в другой части нашей планеты не говорят по-английски, ну или говорят, но очень плохо. На это есть причины. Да, я имею в виду, миллионы людей говорят по-русски, поэтому вы можете изучать русский язык как... Поэтому я думаю, русский язык как альтернатива английскому. Во-вторых, когда вы изучаете любой иностранный язык, вы узнаете новую культуру. Когда вы изучаете русский язык, вы узнаете культуру России, а у России очень богатая культура. Это русские писатели, поэты, художники, ученые. У каждой культуры есть свои традиции, свои взгляды, свой образ жизни. И я уверена, что ваша жизнь стала интереснее, когда вы начали изучать русский язык. Кто-то сказал, что язык — это все, что у нас есть. Я согласна. Язык дает нам возможность понимать друг друга. И изучение любого иностранного языка имеет много плюсов. Тренирует ум, память, например, а русский язык трудный язык, поэтому польза будет в 2 раза больше. Да, русский язык важный язык. Я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. If you're confused and want to ask me a question, leave a comment. If you would like to support me and my channel, get my free material with Russian phrases, you should click the link in the description section. Thank you for your time. Have a nice day. Увидимся. Пока-пока.